Всем привет! Это столица Индонезии, город Джакарта. В этот день я договорился с одной девушкой из Индонезии встретиться и погулять по центру. Она предложила составить мне компанию в моих съемках и показать какие-то достопримечательности в городе. Мы встретились на автобусной остановке в центральной части и поехали вместе. Кстати, тут цивилизованно, для автобусов даже выделена отдельная полоса на дороге. Оказалось, в мусульманской Джакарте есть особенные правила в автобусе. Даже есть отдельная зона только для женщин. Это несколько передних сидений в начале автобуса. Мужчинам там находиться категорически запрещено. И когда я прошел туда, чтобы заснять со стороны водителя выделенную полосу для автобусов, меня сразу стали просить уйти оттуда. Мы проехали немного и подошли к остановке рядом с Национальным музеем Индонезии. Внутрь мы не заходили, но у входа меня впечатлила черная скульптура. Выполнена она в виде засасывающей людей в такую ветряную или в водяную воронку. Выглядит жутковато, конечно. Оказалось, что эта скульптура увековечивает ужасные тайфуны, которые были в Азии. Тут же мы сели на специальный двухэтажный автобус с бесплатным проездом. Маршрут движения его проходит как раз по культурной части города. А идея заключается в том, чтобы показать туристам достопримечательности по этому маршруту в центре города. В автобусах, кстати, нельзя вставать, ходить, есть и пить, кстати, нельзя. Такие вот правила здесь. Конечно, немножко диковато это для меня сейчас все это слышать по поводу разделенных мест для женщин и мужчин. И какие-то правила особые, но, в принципе, цивилизация, это правильно, культурно. Это Элли. Она меня согласилась сопроводить, погулять со мной в центре. Hello, my name is Ellie and I'm from Indonesia. Да, самый прикол, что Элли родом из Бали, приехала сюда, в столицу, в Джакарту. Едем сейчас в так называемый старый город. В самом центре культурная такая зона, там музеи тоже. Какая-то движуха здесь, загоревшийся байк. Вот такое вот случается. Могло на самом деле взорваться. А вообще здесь еще самое опасное. Проходит демонстрация. Молодежь выходит на улицы против нескольких законов, которые выпустили в последнее время. Я так понял, основной закон был, они ослабили функционал антикоррупционного органа. Сделали его подвластным государственным органам. Плюс такие законы, как неуважение к президенту и оскорбление президента, за это тоже могут посадить сейчас. Плюс могут посадить тех, кто способствовал абортам, то есть, я так понял, врачам, да, и даже тех, кто делает аборты. И запрет на однополые браки. Я видел уже эти демонстрации, все говорят, что опасно, не знаю. Ну, в общем, короче, какая-то здесь движуха, но люди хотя бы выходят на улицу, отстаивают свои права. Двухэтажный удобный автобус. Все такое новенькое. Приехали мы в исторический и культурный район Кота-Туа, его еще называют Старый город. Мы пришли на центральную площадь старого города. Площадь называется Фатахилла. Она в европейском стиле колониальных времен. В центре площади расположен фонтан, который служил источником воды в колониальную эпоху. Также площадь использовалась как лобное место. На ней несколько музеев, кафе, рестораны, лавки с сувенирами. Затем мы пошли в исторический музей Джакарты. Находится он в бывшем здании муниципалитета. Он был открыт в 1974 году как центр сбора, сохранения и исследования разнообразных объектов культурного наследия, которые относятся к истории центральной части Джакарты. Здание состоит из разных залов, а внизу расположены тюремные камеры. Prison. That is prison. Oh.
Here, not so dark. And what is it? Same. Looks creepy. I want to break this all. Экспонаты в историческом музее – это в основном коллекция предметов быта и мебель времен, когда Нидерланды колонизировали Индонезию. Malacca toast. Go inside or what? Здесь на этой площади разные заведения. И тут вот такая кафешечка есть. Здесь мало мест, где вообще можно выпить. Люди здесь, я так понял, особо не пьют. Только специализированные бары и задорого. This really good. Really good? What is it? That's sambal mata. That is from Bali. Like eating sambal mata, What? and then chicken, and then tempe too. Oh, what is it? What is it? This is sambal, Sambal? What is it? Sambal? like chili, and then onion, and then garlic, and then lime leaf Lime leaves. and lemongrass. Lemongrass in Vietnam put everywhere, all dishes with lemongrass. Вот чаечек, это чаек. Ice cube, Личи? Ice. then like lychee. Личи there. And this just tea. Regular tea. Just Too much sweet. Good taste, but really sweet. I prefer beer now if they have. People here don't drink, yeah? no, At all. they drink, but just in bar at In night. special bars, yeah? Funny. In Vietnam, people drink everywhere. But in Bali you can. Yeah, I know. That you recommended me, yeah? Yeah. This dish? I'm not hungry at all, and that's why I come to eat. This different rice. Different? Spicy. Lemongrass. Why like this? Really funny. Рис сварен с добавлением лемонграсса, острого перца и немножко как будто бы недоварен. Ну, совсем чуть-чуть. Такое исполнение впервые ем. Можно дома также, кстати, варить. This delicious. I want to cook same here. Put lemongrass to water. Sweet butter.
Sweet butter. So you want me try? Okay, let me try if you give me. It's spicy maybe for you. I don't know. But I like spicy. And with lemongrass, it already starts to be spicy. Really, this is maximum. How can be chicken spicy? Yeah, of course I drink. Really spicy. Yeah. Сейчас едем в этом бесплатном автобусе. И тут прям даже экскурсию делают для людей. Этот автобус для туристов сделан, чтобы люди могли что-то узнать про столицу, посмотреть тут. Вот сейчас мы едем вдоль реки. Экскурсовод рассказывает, что есть места тут, где пофотографироваться. Это старый город здесь, в Джакарте, самый центр, туристическая зона. Об истории рассказывает, автобус едет не быстро. В прошлом здесь росло очень много манго, и улица называется улица Манго вот здесь вот. Потому что когда строили Джакарту, здесь было много манговых деревьев диких. И когда строили здание, все это дело повырубали. И сейчас больше нету здесь манго, и в честь этого назвали улица Манго. В начале 20 века можно было брать лодку и перемещаться по городу, по этому каналу. Прям в городе, как типа такси. Сейчас это невозможно сделать, но вот осталось просто как культурная ценность. Вот этот канал с мостиками. В центре города здесь стоят друг напротив друга огромная мечеть, а напротив нее территория с христианской церковью. Тоже очень красивая. Сейчас два этих культурных сооружения я покажу. Кафедральным собором Джакарты является церковь Пресвятой Девы Марии, основанная в начале XIX века. В последующие годы здание было обновлено, а в конце XIX века было полностью перестроено после разрушения и еще несколько раз потом реставрировалось. В строении собора особенно интересны 3 его шпиля, выполненные из стали. Выдают вот такие вот карточки для входа. И можно зайти. Интерьер выполнен в классическом для таких храмов виде, и, конечно же, там есть старинный орган. Мечеть Истикляль в Джакарте – крупнейшая на территории Юго-Восточной Азии. Ей присвоен статус национальной мечети Индонезии. А построена она была как олицетворение независимости страны, а также в качестве всенародной благодарности Богу за ее достижения. Кстати, термин «истикляль» в переводе с арабского языка означает «независимость». Мечеть очень почитается не только коренными жителями-мусульманами, но и иностранцами. Кроме того, это шедевр архитектуры и одна из самых популярных достопримечательностей в регионе.
Интересно, что и соборы, мечети Стикляль расположены напротив друг друга как символ терпимости разных религий в Индонезии. Demonstration here. Yeah. See, police everywhere. You cannot. You can't? Yeah, you I can't. cannot. Let me see. Okay. Oh yes, yes, they will. They will. It will more people going here. It will full of people. See everywhere police. See there? College student going here. Police everywhere. See this here. Democracy. See, still they will continue. В общем, такое дело. Приехал я во время демонстрации, где люди собираются и протестуют против правительства. Собирается много полиции вот здесь вот в самом центре города, на площади Монас. Площадь, которую я вот уже показал в предыдущем видео. Вот ссылочка здесь на площадь Монас, на экскурсию туда. Вот, и какая-то движуха тут нездоровая, политическая. I'm just scared. That's why. You scared? See, they. Say hello. Yeah. They. Я надеюсь, что на момент выхода этого видео все это дело закончилось. Но можете посмотреть события, какие разворачивались до недавнего времени. У меня просто видео с задержкой выходят. Поэтому сразу говорю, что это было не сегодня, когда вы смотрите это видео. They stuck road. And police everywhere. Выступают индонезийцы за свободу. В этих новых законах есть даже закон, который будет штрафовать людей, у которых животное какое-нибудь, курица или собака или кошка, забрели к соседям, и можно будет их судить и штрафовать на 1 000 000 рупий. Вот они выступают за такие свободы, чтобы этого всего избежать. Слишком много ограничений. Выходят на улицу, протестуют. Это была столица Индонезии, Джакарта. Я сейчас уезжаю в другой город в Индонезии. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И смотрите следующие видосы, следите, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и пишите комментарии.